Об этом я хочу рассказать в качестве военного историка. За последние 10 лет русские настолько модернизировали свою армию и закупили новых вооружений, что за исключением ядерного потенциала они уже превзошли американцев. Это касается стратегических атомных подводных ракетоносцев, это касается стратегической авиации, стратегических бомбардировщиков. Русские летают сейчас вдоль границ США, допекая американцев, и их не могут засечь. У русских есть подводные лодки, которые действительно нельзя обнаружить в океане, прям как в том известном фильме, и так далее по другим вооружениям. В следующем году русские собираются переложить все свои ядерные ракеты на подвижный состав, и это означает, что американцы уже не смогут засечь цель. Короче говоря, русские полностью модернизировали свою армию. Они поставили очень умного министра обороны, который избавился от старого хлама, уволил идеологов и привел армию в отличное состояние. И все это американцы, конечно, знают. И это знание того, что Россия действительно и реально становится мощной державой, только еще усиливает болезненный синдром американской увядающей супердержавы. Поэтому Путина нужно убрать. Когда это видишь и когда задумываешься над этой ситуацией, которую ты нам сейчас описал, тогда вообще-то наши западные политики должны бояться Путина. В то же время мы, Германия, будучи в союзе с США, которые на данный момент имеют военные базы в 155 странах мира, 155 военных баз, и они уже не могут это оплачивать. Это другая тема. Для оплаты своих баз американцам-то и нужны войны. Но вопрос в том, нужно ли опасаться русского империализма, или же поведение России и Путина не связано с имперскими амбициями России. Я так не думаю. Перед русскими стоят три важных задачи, которые они должны решить. Во-первых, русским необходимо освоить их собственные внутренние территории, поднять их на уровень развития, так сказать, Западной Европы, как мы привыкли в таких случаях легкомысленно говорить. Во-вторых, им нужно решить проблему разваленной промышленности, которая им досталась со времен Ельцина, и даже еще раньше, со времен позднего СССР. Короче, у русских достаточно своих проблем. В-третьих, русские, конечно, сильно страдают морально и политически от того, что они скатились вниз от статуса бывшей мировой сверхдержавы, но русские компенсируют это неприятное чувство не имперскими амбициями, а тем, что они, в отличие от других стран, жестко отстаивают свои национальные и жизненные интересы. И мы к этому просто не привыкли, что кто-то говорит, что вот мои жизненные интересы, если ты сюда попробуешь сосунуться, то тут стоп, ни шагу дальше. И к этому-то мы не привыкли, что, защищая жизненные интересы, кто-то говорит нам стоп, ни шагу вперед. Горбачев, который в моих кругах воспринимается в целом очень критично, недавно на своей речи в Берлине неожиданно сказал, что, мол, вы мне тогда обещали, что НАТО не будет расширяться к границам России, и не сдержали слова. И когда НАТО заявило официально, что после 1989 года пропала цель существования, а теперь эта цель появилась, и это Россия, при таком раскладе на месте России я бы тоже вооружался. Каждый военный историк вам скажет, что войны очень часто начинаются в результате проведения военных учений. Русские будут вынуждены мобилизировать их армию на своей границе, если они увидят, что у их границы толпятся 20 тысяч солдат НАТО. Из такой ситуации очень легко может вспыхнуть война от недопонимания, а также от сложного технического уровня сегодняшнего вооружения. Поэтому ни в коем случае нельзя проводить учения НАТО на границе с Россией. Не должны ли мы, ради интересов нашей страны и ради интересов всей Европы, лишить американцев возможности использовать Германию в их интересах? Не нужно ли нам тогда сменить союз или хотя бы выйти из Западного союза? Но я уже много лет выступаю за смену альянса, за выход из Западного альянса и заключение союза с Россией. И обосновывал я это всегда одинаково. Это лежит в национальных интересах. Россия и евразийское пространство в целом является самой большой базой природных ископаемых и сырья планеты. А у них есть, наоборот, большие спросы на наши промышленные и потребительские товары. В то же время они владеют сырьем, которое нужно нам для производства. Короче говоря, идеальное взаимодополнение. Будет фантастическая синергия. Да и у русских очень мощный научный задел и потенциал, превосходящий даже во многом наш собственный. Но русские сами об этом не знают, потому что они используют его только в военной технике. И мы могли бы помочь русским реализовать этот научный потенциал в гражданской технике. И мы, и они бы от этого только выиграли. И так далее. Эти аргументы были важны до сего момента, но сейчас уже нужно сказать, что мы должны выйти из НАТО уже только потому, чтобы просто избежать войны. Ведь война НАТО против России без Германии невозможна. Этому нас учит наша история. Ты не можешь перебрасывать войска в сторону России без Германии. Без Германии ты вообще не сможешь попасть в Россию. И если бы у нас был такой канцлер, который бы действительно следовал данной государственной клятве оберегать немецкий народ от всякой опасности, то такой канцлер и должен был бы отвернуться от американцев, чтобы защитить немецкий народ от ущерба и опасности.